Глава 411. Выращивание бамбука – это и есть небесный сверкающий бамбук. Выражение лица Хань Ли изменилось. В коробке лежал 2-дюймовый стебель бамбука шириной с палец и явно увядшими корнями. Однако он выглядел совершенно как обычный бамбук. Хань Ли подозрительно взглянул на фиолетовую духовную фею. Молодая женщина увидела подозрение в глазах Хань Ли и слегка усмехнулась. Она зажала высушенный бамбук между ее пальцами и взяла сверкающий нож другой рукой. Фиолетовая духовная фея воткнула нож в бамбук со всей силой. В тот момент, когда клинок кинжала соприкоснулся с бамбуком, из него вырвалась полоска электричества и сразу же отбросила кинжал. Увидев это, сомнения Хань Ли были рассеяны, он осторожно положил его назад в коробку. Вскоре после этого фея Фиолетовый дух передала Хань Ли медальон полномочий, принадлежавший секте изысканного звука. Поговорив еще немного, Хань Ли покинул ее. Вскоре после ухода Хань Ли, леди Фан и Чжо Жутин вернулись в гостиницу. Услышав, что согласился Фиолетовой духовной фее удалось уговорить Хань Ли, они удивленно переглянулись между собой. «Младшая боевая сестра, мы же не успели толком поговорить об этом. Мы могли найти другого культиватора стадии формирования ядра с помощью небесного светящегося бамбука. Почему вы выбрали этого?» – пожаловалась леди Фан. Хотя Чжо Жутин молчала, на ее лице было недовольное выражение лица. Старшая боевая сестра не видела, насколько мрачным стало его лицо, когда я попросила его стать старейшиной нашей секты. Его взгляд четко давал понять, что он не согласится ни на что другое, кроме бамбука. Старшая боевая сестра также упомянула, что этот человек не подвержен влиянию наших чарующих техник. Кроме того, старшая боевая сестра слишком переоценивает этот бамбук. Пригласить с его помощью других культиваторов стадии формирования ядра было бы невозможно. Хотя небесный сверкающий бамбук известен как один из 3 великих божественных деревьев, но он достаточно редко применяется на деле. Никто не использовал бы этот материал ни для чего, кроме усовершенствования магических сокровищ высшего ранга. Более того, обладая пониманием техник усовершенствования магических сокровищ, они бы сочли, что количество нашего бамбука ничтожно мало и по сути бесполезно. Вы также должны знать, что существует множество рангов бамбука. Нашему бамбуку всего несколько тысяч лет. Даже если бы его использовали усовершенствование магического инструмента, он бы не приобрел значительную мощь. Было бы лучше использовать этот элемент, чем оставить его на потом. Более того, поскольку он согласился стать старейшиной секты, мы просто должны относиться к нему с уважением и платить ему ежегодные пожертвования, чтобы, когда придет время, если наша секта столкнется с врагом, он не смог отказаться. Медленно объяснила фиолетовая духовная фея с безразличным выражением на лице. Затем молодая женщина продолжала со слабой, горькой улыбкой. Кроме того, даже если есть другие культиваторы, которые бы заинтересовались нашим бамбуком, кто бы захотел стать старейшиной нашей секты и признать этот статус с учетом наших нынешних обстоятельств? Для них бы это породило множество проблем. Изначально моя мать использовала свой статус культиватора формирования ядра как метод сдерживания и противовесов над старейшиной Чжао и старейшиной Мэном, чтобы они искренне действовали от имени секты. В конце концов, очень легко потерпеть предательство, если полагаться только на чарующие техники и женские прелести, чтобы победить высокоранговых культиваторов, леди Фан и Чжо Жутин замолчала. Пережив такое большое количество предательств, они больше не были уверены в своих техниках и чувствовали, что слова младшей боевой сестры были очень разумны. На данный момент вопросы секты будут совместно решаться нами 3. На данный момент у нас не будет мастера секты, пока один из наших членов секты не станет культиватором формирования ядра. «Нам некуда торопиться», — решительно сказала молодая женщина. На этот раз у 2 посланников не было разногласий с ней. Можем ли мы ожидать, что старший Хань не будет вмешиваться в дела нашей секты, используя свой уровень культивации? Должны ли мы принять какие-то меры предосторожности? Спросила Чжо Жутин холодным голосом. Нет необходимости. Хотя он не стал говорить со мной слишком долго, его слова говорили о том, что он тот, кто усердно культивирует. Его не интересует все, что не касается его собственной культивации. В противном случае мое предложение о наложнице бы хоть немного заинтересовало его. Именно потому, что он такой, что он сумел достигнуть стадии формирования ядра. Фиолетовая духовная фея покачала головой и выразила небольшое восхищение. Эх. Интересно, есть ли у нас какие-либо шансы стать культиваторами стадии формирования ядра? С долей безысходности проговорила леди Фан. Когда Чжо Жутин услышала это, на ее лицо также появилась грусть. Казалось, что эти красивые женщины очень желали войти в стадию формирования ядра. Тем временем Хань Ли уже вернулся в свою резиденцию. Он не собирался действовать необдуманно и предпочел сначала изучить древние писания.
Перелопатив кучу информации, он обнаружил метод выращивания небесного сверкающего бамбука в нефритовой пластинке и только затем посадил его в своем саду духовных лекарственных растений в соответствии с описанным методом. Глядя на только что посаженный миниатюрный стебель небесного сверкающего бамбука, в глазах Хань Ли было волнение. Конечно, он понимал, что у небесного сверкающего бамбука были разные качества. Однако он не принимал их во внимание. Это было связано с тем, что качество и духовная природа небесного сверкающего бамбука зависели от его возраста. Небесный сверкающий бамбук в возрасте 5000 лет испускал только обычную белую молнию. Когда ему становится больше 5000 лет, его молния станет синей, и она станет намного сильнее. Когда ему исполнилось 10 тысяч лет, его молния станет светло-золотой. На этом этапе молния обладала чудесным эффектом сдерживания злых дьявольских техник и получила название «дьявольская молния». По слухам, стадия золотого сверкающего бамбука была самой сильной у этого вида бамбука. В области моря рассеянных звезд его встречали только однажды. Никто не знал, откуда он, когда его обнаружили на маленьком острове. В результате этот предмет породил кровавую бойню между культиваторами за право обладать этим предметом в области моря рассеянных звезд на несколько десятков лет. Пока многие великие державы сражались за него как открыто, так и тайно, он прошел через руки множества культиваторов. Но в конце концов, никто не смог использовать его для усовершенствования магического сокровища. Это было потому, что бамбук внезапно исчез. Это сильно разозлило многих великих держав, и они продолжали искать его в течение долгого времени, прежде чем совсем отказались от этих попыток. Это событие отлично показывало, насколько бамбук был ценен в мире культивации. Хотя Хань Ли еще не взрастил его до 10 тысяч лет. Как правило, для создания лекарственных таблеток требовалось только ингредиенты, которым было не более 2000 лет. Таким образом, это привело к тому, что он очень ожидал, когда взрастит бамбук до стадии золотого бамбука. Это придавало ему некоторое беспокойство. В последующие дни Хань Ли использовал свою жидкость из зеленой бутылки, чтобы взрастить бамбук, и начал частые прогулки по рынку города звездного неба. В дополнение к духовной древесине, которая требовалась в качестве основного ингредиента, облачные бамбуковые мечи также нуждались в использовании дополнительных редких материалов, прежде чем в конечном итоге его можно было усовершенствовать в ядерном пламени. Кроме того, поскольку эти мечи были набором магических сокровищ, для этого требовалось гораздо большее количество подобных материалов. Хотя Хань Ли уже собрал несколько из них, ему не хватало целого ряда материалов, и пришлось продолжать поиски. Область моря рассеянных звезд было намного материалов, чем в небесном южном регионе. Потратив огромное количество духовных камней, ему еле удалось найти необходимые предметы. Именно по этой причине ему пришлось рисковать, привлекая к себе дополнительного внимания в результате продажи оставшихся редких демонических ядер. На данный момент Хань Ли мог только горько смотреть на свою пустую сумку для хранения. Глубоко вдохнув, он посмотрел в небо. Усовершенствование магических сокровищ, особенно высокоранговых магических сокровищ, не было чем-то, что мог себе позволить обычный культиватор-отступник. Однажды Хань Ли вошел в свой сад духовных лекарственных растений, не надеясь на успех. Несколькими днями раньше он капал на бамбук несколько капель зеленой жидкости, чтобы взрастить свой небесный сверкающий бамбук до возраста 10 тысяч лет. Хань Ли был очень взволнован, вспоминая слухи о золотом сверкающем бамбуке. Когда Хань Ли только посадил бамбук, он был длиной всего в несколько дюймов. Но теперь он претерпел значительные изменения. Теперь бамбук был длиной в несколько футов, а также его стебель стал сверкающего изумрудно-зеленого цвета и был покрыт слоем слабого радужного сияния. Немного посмотрев на бамбук, Хань Ли взял в руки меч и ткнул в бамбук. В ту же секунду из бамбука выстрелила полоса золотого света. Как только золотая молния вылетела из бамбука, он ударил в меч, превратив его в спираль лазурного дыма, и исчезла бесследно. Когда Хань Ли увидел это, он радостно улыбнулся. Хотел бы он сейчас видеть выражение лица фиолетовой духовной феи, и если бы она узнала, что он превратил обычный небесный сверкающий бамбук в золотой сверкающий бамбук. Жаль, что никогда не появится такая возможность. Глава 412. Маленький павильон зеленого бамбука. Хань Ли был вне себя от радости, и между тем ему было немного любопытно. Если бы он продолжал выращивать бамбук таким способом, какая трансформация произошла бы? Подумав так, Хань Ли продолжал поливать бамбук несколькими каплями зеленой жидкости в течение еще нескольких месяцев, но ни его сила, ни внешний вид ничуть не изменились. Даже его высота не увеличилась ни на йоту. Однако по бокам бамбука стали появляться отростки. По мере добавления на эти отростки капель зеленой жидкости, он начал расти.
через несколько месяцев появился новый стебель небесного сверкающего бамбука. Хань Ли был рад этому прогрессу. По правде сказать, того стебля, что был у Хань Ли изначально, едва бы хватило усовершенствовать даже набор из 12 облачных бамбуковых мечей. Но теперь, когда он знал, что зеленая жидкость может производить молодые побеги бамбука, нехватка сырья теперь была не проблемой. Однако это только заставило Хань Ли стремиться вырастить еще больше побегов. Поскольку ему больше не нужно было беспокоиться о нехватке основного материала, Хань Ли не стал ограничивать себя набором из 12 летающих мечей. Теперь он был вдохновлен на то, чтобы создать наибольшее количество бамбуковых облачных мечей, полный набор из 72. Хотя культиватору на ранней стадии формирования ядра не хватало волшебной силы, необходимой для точного и эффективного управления таким большим количеством летающих мечей, Хань Ли было некуда спешить. Он мог просто медленно создавать их в соответствии с ростом его культивации. В любом случае, если летающие мечи относились к одному и тому же набору, он мог хранить их в своем теле как одно магическое сокровище. У него также не было бы проблем с использованием каждого из мечей по отдельности. С этой мыслью Хань Ли загорелась желанием проверить, сможет ли он сделать это. Самая большая проблема при создании набора магических сокровищ заключалась в различиях в основных материалах каждого сокровища и сложности успеха во время усовершенствования. Но с безграничным количеством запаса небесного светящегося бамбука для него это были не проблемы. Таким образом, он занялся приготовлением дополнительных материалов. К счастью, для создания набора из 72 мечей понадобится столько же дополнительных материалов, как и для набора из 12, поэтому ему не нужно было искать их еще больше. Теперь главной проблемой для беспокойства оставалось недостаток навыков в создании магических сокровищ. У него совершенно не было опыта в области усовершенствования инструмента. С этим бы не было никаких проблем, если бы он решил усовершенствовать обычное магическое сокровище, он бы смог легко добиться успеха. Однако, процесс создания даже одного облачного бамбукового меча был намного сложнее, чем усовершенствование обычного магического сокровища. Кроме того, каждый отдельный летающий меч был неполным продуктом, который должен был подвергнуться специальному заклинанию, поскольку он являлся частью набора. Таким образом, ему также требовались знания по созданию заклинаний, иначе было бы невозможно доработать это магическое сокровище до конца. Поскольку Хань Ли был человеком очень твердой воли, даже когда он сталкивался с таким трудным решением, он выбирал только самое лучшее или вообще ничего. Именно поэтому он решился заполучить этот небесный сверкающий бамбук. В течение всего дня на следующий день Хань Ли обдумывал план своей культивации на следующие 20 лет. Несколько дней спустя на рынке города Звездного неба в незаметном маленьком магазине неожиданно появился новый владелец. Он напоминал обычного юношу лет 30, а рядом с ним всегда находился высокий, бородатый мужчина. Этот юноша изменил название магазина на маленький павильон зеленого бамбука. Сначала в магазине продавались талисманы и лекарственные ингредиенты, но через полгода в нем стали продаваться низкоранговые магические инструменты. Но то, чему удивлялись другие владельцы магазинов, было то, что этот юноша нечасто выходил из своего магазина. Он проводил весь свой день, читая древнюю книгу, а иногда радостно подпрыгивал, как будто он полностью наслаждался собой. Тем не менее, он иногда заходил в заднюю резиденцию магазина и оставался там в течение длительного периода времени. Что касается клиентов и ведения бизнеса, всем этим занимался тот самый бородатый человек. Владельцы соседних магазинов были смертными из города Звездного неба, и им было трудно зарабатывать на жизнь. Был один владелец магазина, седой пожилой человек по имени Хе, который родился со слабыми духовными корнями и смог достигнуть 4-го уровня стадии конденсации Ци. Но даже с таким слабым уровнем культивации, простые смертные его уважали и всегда обращались к нему, как к бессмертному мастеру Хе. Они знали, что этот юноша был смертным из-за его недостатка магической силы, потому что несколько человек ранее спрашивали об этом у мастера. Эти новости придали им мужество, и они направились познакомиться с владельцем этого магазина, которого звали Хань. В конце концов, в этом месте было довольно запустело, а бизнес шел медленно. Им ничего не оставалось, кроме как ходить собираться друг у друга в магазинах и поболтать, чтобы избавиться от скуки. С появлением этого незнакомого лица, естественно, тем для разговора появилось гораздо больше. Однако юноша в основном слушал, и, казалось, у него не хватало навыков в общении с другими. Кроме того, юноша никогда не говорил о своем происхождении. Всякий раз, когда его спрашивали об этом, он отвечал только с молчаливой улыбкой, заставляя других быстро отказаться от дела. После нескольких таких наведываний в его магазин, они постепенно потеряли интерес и больше не посещали магазин. Юноша, наконец, смог вздохнуть с облегчением.
Конечно, юноша и большой человек были, соответственно, Хань Ли и кривая душа под прикрытием. Хотя Хань Ли использовал самые широко известные техники маскировки Цзинху, их было еще более чем достаточно для смертных и низкоуровневых культиваторов. Хань Ли открыл этот магазин не за тем, чтобы подзаработать, а чтобы затеряться в мире смертных. Он также специально выбрал это место для подготовки к изучению Да для создания инструментов и заклинаний. У Хань Ли не было много опыта в этих двух дисциплинах, поскольку он был слишком занят в свое время, пытаясь культивировать до стадии формирования ядра. Но теперь, когда он достиг стадии формирования ядра, его следующей целью было приобретение опыта и знаний в этих двух областях, чтобы создать свое магическое сокровище. Поскольку для выращивания небесного светящегося бамбука понадобилось довольно много времени, он хотел использовать этот простой, чтобы изучить опыт Юнься и древние записи заклинаний, которые передала ему Синь-Жуинь. Честно говоря, Хань Ли всегда очень интересовался созданием магических сокровищ и заклинаний. Он планировал одновременно изучить обе эти области в течение 20 лет. Он совершенно не надеялся стать гением в какой-либо из них, он был бы доволен, если бы просто смог приобрести достаточно знаний. По крайней мере, он должен был научиться создавать простейшие флаги и пластины. Однако одной теории было недостаточно, нужно было все проверять на практике. Это привело к тому, что Хань Ли насобирал большую кучу низкоранговых магических инструментов, девать их ему было некуда. Выбросить их просто так ему было жалко, и в то же время они были для него совершенно бесполезны. Кроме того, чтобы заниматься созданием инструментов, ему приходилось часто приобретать всевозможные дополнительные материалы. Однако, он не мог себе позволить каждый день совершать поездки на городской рынок. Плюс ко всему 4-й уровень техники великого развития требовался характер смертного сердца. В противном случае, он бы пострадал от своих внутренних демонов, культивируя 4-й слой техники великого развития. Поэтому, немного подумав, Хань Ли решил купить этот магазин и решить все проблемы за один раз, поскольку это место не было слишком шумным, его ничего не беспокоило во время практики создания магических инструментов и создания заклинаний. Кроме того, он был в непосредственной близости от смертных, что давало ему возможность наблюдать за тем, как они жили. Он всегда мог приобрести необходимые ему материалы для своевременного создания магических инструментов и заклинаний. Точно так же он мог продавать мелкие предметы, которые сам создавал, в любом количестве. Когда несколько низкоуровневых культиваторов купили его собственные магические инструменты, Хань Ли был очень рад. Конечно, он все равно отправлялся на несколько дней обратно в свою резиденцию в пещере, чтобы выращивать свой бамбук и заботиться о своих жуках и кровавых пауках. Но вскоре после этого Хань Ли стал свидетелем удивительной сцены в своем саду духовных лекарственных растений. Когда отросток стебля бамбука достиг 6-летнего возраста, он стали без причины опадать. Как только они касались земли, они сразу же превращались в листья чистого золота. Хотя он не знал, для какой цели служили листья, Хань Ли не собирался их выбрасывать ни в коем случае, а просто убирал в свою сумку для хранения. Что касается изумрудно-зеленого стебля, он осторожно положил его обратно в коробку из нефритовой пасты и убрал. Собрав 6 штук, ему было достаточно, чтобы создать свой набор бамбуковых облачных мечей. Таким образом, Хань Ли сдерживал свою магическую силу и начал жизнь обычного смертного в отдаленном уголке городского рынка. Помимо того, что он погружился в чтение тонких бумажных копий нефритовых пластинок, он молча наблюдал за смертными и постепенно научился распознавать их эмоции. Глава 413. Усовершенствование. Жизнь смертных сильно отличались от той, которой жили культиваторами. Их жизнь была наполнена радостями и печалями, где старый умирал, а молодые продолжали жить. За несколько лет наблюдения Хань Ли начал вспоминать чувства, которые он давно забыл, как положительные, так и отрицательные. Независимо от вида эмоций, они все равно заставляли ум Хань Ли двигаться, давая ему шанс на самоанализ, и теперь он понимал эти эмоции с точки зрения культиватора. Помимо этого улучшилось также его понимание формирования заклинаний и навыки создания магических инструментов. За эти 2 года магазин Хань Ли приобрел хорошую репутацию в этом районе. Это было благодаря тому, что культиваторы могли приобрести здесь недорогие, но функциональные магические инструменты. Наиболее удачливым покупателям даже удалось купить несколько редких талисманов среднего класса в его магазине. После того, как эта новость распространилась, несколько культиваторов низкого уровня также пришли в магазин Хань Ли. Эти магические инструменты и талисманы, очевидно, были лично созданы Хань Ли. С тех пор, как он вошел в стадию формирования ядра, он, наконец, смог понять магические техники создания среднеранговых магических инструментов, которые он давно желал.
Несмотря на то, что они были самыми низкими среди техник среднего ранга, Хань Ли все равно был очень доволен ими. Однако среднеранговый талисман было сложно создать из обычной бумаги для создания талисманов. Их можно было усовершенствовать только с помощью шкуры редких демонических зверей. Но для каждого талисмана была необходима шкура определенного демонического зверя. К счастью, Хань Ли все это продумал ранее, прежде чем стал продавать свои материалы из демонических зверей и сохранил большое количество для создания талисманов. В противном случае у него не было бы возможности создавать их, несмотря на то, что они поднял свои навыки. Хань Ли сначала попробовал на обычных шкурах демонических зверей для создания талисманов. И только после того, как он проверил свои способности, он перешел к созданию некоторых конкретных талисманов с использованием более редких материалов. Талисманы, на которых он тренировался, создавали атакующие магические приемы. Каждый месяц или около того Хань Ли отправил 1 или 2 на продажу в свой магазин и продавал их первому покупателю. Для культиватора стадии формирования ядра, такого как Хань Ли, эти талисманы не имели никакого значения, поскольку их сила побледнела перед лицом магических сокровищ. Таким образом, у него не было никакого желания хранить их. Однако, Хань Ли явно недооценивал очарование своих среднеранговых талисманов перед культиваторами стадии конденсации ЦИ и стадии заложения фундамента. Даже после того, как он повысил цену в несколько раз, они продолжали приходить и тратить свои духовные камни, покупая эти талисманы. Таким образом, Хань Ли удалось заработать на этом крупную сумму денег. Но, к сожалению, среднеранговые талисманы было очень сложно создавать. Даже со множеством шкур демонических животных, которые были у Хань Ли, его успех был патетически низким. Испортив 30 шкур, ему удавалось создавать только 1 талисман. По сравнению с темпами успеха при создании низкоранговых талисманов, Хань Ли мог только горько улыбаться. В противном случае он бы накопил гораздо большее состояние, продавая среднеранговые талисманы. Кроме того, навыки Хань Ли по созданию инструментов также улучшились, в результате чего в его магазине появилось немало среднеранговых и высокоранговых магических инструментов. В результате репутация маленького павильона зеленого бамбука распространилась еще больше. К счастью, громкая репутация его магазина была ограничена небольшим кругом культиваторов низкого уровня, поэтому Хань Ли не пришлось беспокоиться о том, чтобы спровоцировать неприятности. Но в начале 9-го года Хань Ли начал создавать флаги и диски для формирования заклинаний, применяя свое понимание нескольких простых заклинаний формирования. Благодаря дополнительной информации, предоставленной Цинься и Синьчжуинь, Хань Ли смог избежать многих ошибок и сумел уловить несколько незначительных, но важных навыков. Однако он все равно столкнулся с методом проб и ошибок при создании набора инструментов установки формации. Создание формаций было чрезвычайно сложным и трудоемким процессом, и оно потребляло большую часть его времени, прежде чем он смог добиться результатов. Однако Хань Ли был терпелив. Теперь, когда он постиг базовые знания, у него было достаточно времени, чтобы постепенно накопить опыт и понимание. Но самое главное, он получил некоторое понимание в технике создания облачных бамбуковых мечей, пока занимался переработкой предметов, надеясь получить успех в своей первой попытке. В конце концов, у него не было бы лишних материалов для второй попытки. Когда Хань Ли сосредоточился на совершенствовании магических инструментов и изучении заклинаний формирования, время летело незаметно. Времена года сменяли одно другим, и вот уже незаметно магазину Хань Ли исполнилось более 20 лет. Теперь Хань Ли выглядел как старик в возрасте 50 лет. Очевидно, это был не настоящий внешний вид Хань Ли, а маскировка, которую он использовал, чтобы не привлекать внимания. Из-за того, что Хань Ли жил жизнью смертного, у него было другого выбора, кроме как превратить себя в старика. На данный момент Хань Ли стоял в задней части своего магазина и озирался по сторонам. Накануне он передал свой магазин другому смертному и завершил свое погружение в мир смертных. Это было связано с тем, что, наконец, созрел его долгожданный 6-й стебель золотого молниеносного бамбука. Прожив здесь более 20 лет, в сердце Хань Ли не было никаких волнений, но после отъезда он почувствовал легкое чувство ностальгии. Его опыт на городском рынке был редким периодом мира и спокойствия в его жизни. В этот момент Хань Ли услышал крики своего соседа и не мог не улыбнуться. Ему не нужно было использовать свое духовное чутье, чтобы понять, что владелец магазина рекомендовал магические инструменты и талисманы, которые не продавались за последние 8 лет. Когда Хань Ли прибыл в этот магазин, им управлял старик. Он ушел на пенсию 4 года назад, и теперь его сын управлялся с его делами. Хотя у его сына был огненный темперамент, он искренне относился к другим людям. Но когда он занимался бизнесом, он часто громко хвастался товарами своего магазина, ошеломив многих иностранных культиваторов.
Хань Ли вздохнул и покачал головой, прежде чем покинуть маленький павильон зеленого бамбука вместе с кривой душой. Вскоре после этого они полностью исчезли с городского рынка. Войдя в свое пещерное жилище, Хань Ли тут же отнес в свою тайную комнату множество материалов для создания инструментов и установил небольшую защитную формацию, которую он создавал в течение последних нескольких лет. Это заклинание предназначалось только для того, чтобы скрыть духовные колебания Ци. Таким образом, этого было вполне достаточно для Хань Ли, пока он будет создавать свое магическое сокровище. Он не хотел, чтобы другие помешали ему на полпути. Хань Ли спокойно медитировал в своей тайной комнате в течение целых 3 дней, чтобы его дух и магическая сила пришли в пиковое состояние, прежде чем начинать усовершенствование. Сначала он достал коробку из нефритовой пасты из своей сумки для хранения и положил ее перед собой. Затем он открыл коробку, перед ним предстало 6 изумрудно-зеленых стеблей небесного светящегося бамбука. Хань Ли торжественно посмотрел на бамбук и глубоко вздохнул, слегка прикоснувшись в стеблю бамбука. Небесный светящийся бамбук внезапно вылетел из коробки и завис в воздухе, неподвижно плавая перед его грудью. С серьезным выражением Хань Ли сделал жест заклинания руками, в результате чего ему в лицо ударил сверкающий свет, который постепенно стал превращаться в лазурный. По мере того, как лазурный свет становился все более плотным, Хань Ли выпустил тонкую струйку лазурного ядерного пламени к бамбуку. Треск. Из бамбука вырвалась искра золотой молнии, которая заблокировала приближение ядерного пламени. В глазах Хань Ли появилась задумчивость. Лазурное ядерное пламя сразу же увеличилось в несколько раз и окутало и бамбук, и его молнию, начав долгий процесс усовершенствования. Использование ядерного пламени потребляло значительную часть духовной силы, но, к счастью, Хань Ли был готов к этому. Когда он выпускал свое ядерное пламя, он держал в руке высокоранговый духовный камень и поглощал его духовную ци. Когда духовного камня было уже недостаточно, он взял духовную таблетку и проглотил ее. Хотя лекарственная таблетка не сразу трансформировалась в магическую силу, она содержала огромное количество духовной энергии, давая Хань Ли душевное спокойствие, зная, что он готов к предстоящему процессу на истощение. Спустя 3 дня молния бамбука исчезла из-за отсутствия духовной силы в ее основном теле. Не оставив препятствий для лазурного ядерного пламени, Хань Ли начал процесс плавки бамбука. Через несколько дней на бамбуке проявились признаки распада. Части его ствола стали испускать слабый свет, выпуская плотно упакованные, многочисленные, маленькие капли различно окрашенных жидкостей. Спустя 10 дней бамбук окончательно избавился от всех примесей, оставив шарик с сосредоточенной, темно-зеленой жидкостью размером с кулак. Он казался невероятно плотным. Увидев это небольшое количество жидкости, Хань Ли мог только глубоко вздохнуть. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы обработать этот бамбук. Затем Хань Ли убрал свое ядерное пламя и духовой камень. Затем он вытянул 10 пальцев и вытащил из них 10 тонких нитей духовной ци, которые проникли в зеленую жидкость. Вскоре после этого Хань Ли начал перекладывать пальцы, заставляя нитки вращаться и деформировать шар из жидкости. Под манипуляцией духовными нитями маленький шарик зеленой жидкости отделился от основного тела, которое плавало поблизости. Второй шар отделился, затем третий шар. После того, как Хань Ли закончил последнее разделение жидкости, стало 12 одинаковых размеров зеленых шариков жидкости, расположенных по кругу. Глава 414. Придание формы. Хань Ли слегка прищурился и пошевелил пальцами, оборвав все 10 духовных нитей. Затем он похлопал его сумки для хранения, и оттуда вылетело около 12 полос белого света, которые тут же зависли над плавающими шарами зеленой жидкости. Как только белые полосы света исчезли, за ними появились 12 маленьких коробок, сделанных из белого нефрита, размером всего в несколько дюймов. Взмахнув рукой, Хань Ли открыл разом все коробки, а затем произнес «в разброс», заставив шарики зеленой жидкости упасть в отдельную коробку. Разложив все шарики по коробкам, Хань Ли наконец смог расслабиться. Даже с помощью духовных камней и лекарственных таблеток его магическая сила была полностью истощена обработкой. Таким образом, Хань Ли спокойно медитировал в течение нескольких дней, чтобы вернуться в свое пиковое состояние, прежде чем продолжить очищение других стеблей небесного сверкающего бамбука. Спустя 3 месяца Хань Ли наконец сумел обработать весь свой бамбук в кристально чистую жидкость. Немного отдохнув, Хань Ли накрыл свою тайную комнату чрезвычайно сложным ограничительным заклинанием. Хань Ли не знал названия этого магического заклинания, он знал только, что ему нужно усовершенствовать облачные бамбуковые мечи. На золотой странице говорилось, что эта техника усовершенствования требует абсолютно точной подготовки.
В результате Хань Ли проявил особую осторожность при создании ограничительного заклинания, хотя и не знал его названия, но он уже использовал его ранее несколько раз. В конце концов, всего одна ошибка может привести к неудаче. Таким образом, Хань Ли потратил полмесяца на тщательную установку формации. Проверив его, он разметил вокруг несколько среднеранговых духовных камней и, убедившись в том, что формация работала так, как надо, смог, наконец, немного расслабиться. Однако Хань Ли не собирался тут же начинать создавать свое магическое сокровище. Вместо этого он решил покинуть свою тайную комнату на время. Хотя Хань Ли полгода практиковал удержание и концентрацию своего ядерного пламени, ему с трудом давалось это, хотя он и был культиватором в стадии формирования ядра. Ему было необходимо научиться контролировать тему огня, поскольку следующий шаг был самым важным в процессе создания магического сокровища. После того, как Хань Ли вышел из комнаты, его встретил довольно приятный сюрприз. Поскольку жуков перестали кормить радужной травой, они, наконец, начали пожирать друг друга снова. С тех пор, как золотые прожорливые жуки увеличились в количестве до нескольких десятков тысяч, было трудно заставить их класть больше яиц и развиваться, используя такое небольшое количество радужной травы. Кроме того, большая часть его зеленой жидкости в последние годы была потрачена на выращивание бамбука. Он не ожидал, что у жуков снова произойдут какие-либо значимые изменения. Однако, после того, как Хань Ли закончил выращивать бамбук, он снова сосредоточил все свое внимание на разведении жуков. В конце концов, Хань Ли по-прежнему возлагал большие надежды на этих экзотических насекомых. На панцирях выживших жуков были золотые пятнышки, которые покрывали менее половины всего объема панциря. Он предположил, что следующее поколение будет иметь немного большую концентрацию золотых пятнышек. Но пристально осмотрев жуков, счастливое выражение лица Хань Ли изменилось. Вряд ли в этом случае жуки смогут стать совершенно золотыми. После каждой эволюции количество жуков увеличивалось в несколько раз, ровно как и количество радужной травы, которая требовалась для их следующей эволюции. Поскольку его зеленая жидкость могла выращивать только малое количество радужной травы, невозможно, чтобы огромное количество золотых прожорливых жуков эволюционировало сразу. Для того, чтобы следующая эволюция стала возможной, потребовалось бы очень много времени. Хань Ли погрузился в глубокое раздумье, стоя снаружи комнаты жуков. Казалось, наилучшим выходом для него было то, что ему следовало сосредоточиться только на разведении части из них, в противном случае у него, возможно, никогда не будет возможности увидеть полноценных золотых прожорливых жуков. Таким образом, Хань Ли пришлось принять это решение. Однако это необходимо было сделать после того, как золотые прожорливые жуки отложат свои яйца. Поэтому пока Хань Ли ничего не мог поделать, кроме как сосредоточиться на создании своего магического сокровища. Таким образом, Хань Ли просто отдыхал целый месяц, прежде чем, наконец, назначил день, когда он будет действовать. Сначала он поджег ладан в своей спальне и медитировал 2 дня, чтобы его сердце полностью успокоилось. Затем он вернулся в свою тайную комнату и встал в самом центре ограничительного заклинания. С торжественным выражением на лице он поднял руки, опуская несколько десятков коробок изысканного небесного сверкающего бамбука на магическое образование в строго определенном порядке. Затем всевозможные ящики быстро вылетели из его сумки для хранения и опустились перед Хань Ли с открытыми крышками, являя дополнительные материалы, которые он приобрел. Посмотрев на эти материалы, он глубоко вздохнул и сел, скрестив ноги и закрыв глаза, медленно вступая в состояние медитации. По прошествии времени, чтобы закончить поедать обед, Хань Ли открыл глаза и увидел, что его тело было покрыто туманом лазурного света. Как только появился туман, духовные камни, встроенные в формацию заклинания, начали ярко сиять и гудеть. Хотя тело Хань Ли оставалось неподвижным, он быстро шевелил его пальцами, вытягивая из своих ящиков очищенные шарики жидкого бамбука. Затем раздался скрежет формации, в результате которого из нее вылетели толстые столбы света, обволакивающие шарики жидкости и полностью ограничивающие их движение. Хань Ли снова закрыл глаза и высвободил свое духовное чутье, чтобы наблюдать за световыми столбами. Внезапно световые столбы словно ожили, начали беспрерывно мерцать и менять свой цвет. Эта странная сцена продолжалась до тех пор, пока световые столбы не произвели какое-то определенное количество колебаний. После того, как произошло окончательное изменение цвета, все световые столбы стали огненно-красного цвета, что еще более контрастировало с изумрудно-зеленой жидкостью, содержащейся в них. Будучи по-прежнему с закрытыми глазами, Хань Ли открыл рот и выплюнул нить темного зеленого пламени к одному из световых столбов. Шух! Световой столб загорелся еще ярче, пока Хань Ли продолжал выпускать свое ядерное пламя в остальные столбы. В результате было 72 шестиметровых столба пламени, свечение которых наполнило тайную комнату ослепительным красным светом. Он слегка вздохнул.
Что касается силы пламени, то ядерное пламя было намного мощнее, чем эти яркие столпы огня. К сожалению, более мощное пламя ничуть не помогало в создании летающих мечей. Таким образом, казалось, что у него не было другого выбора, кроме как временно рассеять часть его первородной ци и растратить большую часть его основной силы. Преодолев эти мрачные мысли, Хань Ли использовал свое духовное чутье и силу формации, чтобы воздействовать на зеленую жидкость внутри пламенных столбов, заставляя их постепенно трансформироваться. Их круглая форма постепенно вытягивалась и становилась все тоньше. Затем каждый шар стал длиной в 5 дюймов. Хотя все это так легко описывать, на самом деле Хань Ли потратил на это целый день, находясь в полном сосредоточении, чтобы придать форму мечей 72 шара сверкающей зеленой жидкости внутри огненных столбов. Хань Ли глубоко вздохнул. Он почувствовал, что у него немного болит голова, и невольно улыбнулся. Даже с таким духовным чутьем, столь же могущественным, как у Хань Ли, одновременное управление приданием формы 72 летающим мечей было едва возможно. Хотя он почти закончил стадию формирования, которая была сосредоточена вокруг его духовного чутья, Хань Ли не осмеливался расслабиться. Он сделал жест заклинания руками, заставляя столбы пламени вздрогнуть несколько раз, прежде чем внезапно исчезнуть. Остались только маленькие, изумрудно-зеленые мечи, плавающие в воздухе. Хань Ли слегка пошевелил руками, и маленькие мечи тут же подлетели к нему и окружили его. Увидев, что 72 меча собрались поблизости, он внезапно прикусил кончик своего языка и выплюнул глоток сущности своей крови, сгустив его в кровавый шар, размером с яйцо. Под контролем Хань Ли шарик капнул несколько капель крови в каждый из мечей. Как только капли сущности крови прикоснулись летающих мечей, они тут же просочились в них и бесследно исчезли. Закончив это, Хань Ли постучал коробкой из серебряного порошка по полу, мгновенно рассеяв ее. Порошок равномерно распределялся среди мечей, заставляя их стать сверкающим серебряным светом. После этого Хань Ли проделал то же самое с коробкой черной пудры, а затем Хань Ли внимательно следил за инструкциями по созданию, продолжая добавлять дополнительные материалы во все 72 меча. Впоследствии он снова окутал мечи в столбы пламени и еще раз усовершенствовал их. На этот раз Хань Ли не нуждался в том, чтобы одновременно очищать все летающие мечи, и проявил большую осторожность, чтобы тщательно усовершенствовать их в маленьких наборах. Затем, в строгом соответствии с тем, что было описано на золотой странице, Хань Ли выгравировал миниатюрное заклинание, которое он не полностью понимал, на каждом из мечей своим духовным чутьем. Глава 415. Внутри жемчужины. Через несколько месяцев Хань Ли покинул свою тайную комнату. Хотя выглядел он очень усталым, он был весь переполнен волнением. Как только он думал о 72 облачных бамбуковых мечах, которые он поглотил своим телом, он не мог сдержать свою радость. Он потратил 20 лет, чтобы усовершенствовать этот набор магических сокровищ без каких-либо недостатков. Хотя он не проверял силы сокровищ, он был уверен, что после того, как он продержит их внутри себя какое-то время, даже один из его мечей будет иметь силу, которая будет намного превосходить обычные магические сокровища, такие как зеленый сверкающий кинжал. Когда он уже был доволен собой, Кривая Душа сообщил ему своим духовным чутьем, что золотые прожорливые жуки уже отложили яйца, что улучшило и без того радостное настроение Хань Ли. Хань Ли вернулся в свою спальню и проспал там целый день, прежде чем направился в комнату для насекомых. Большая часть комнаты была покрыта сверкающими белыми яйцами золотых прожорливых жуков. Недолго думая, он создал еще одну комнату для насекомых рядом с первой точно таким же образом. Затем он установил огромную духовную магическую формацию в новой комнате для насекомых и капнул на нее немного своей крови. Затем он переместил большинство яиц насекомых в формацию в новой комнате и продолжил церемонию контроля духа. Что касается первой комнаты насекомых, он оставил там 1000 яиц жуков с самой сильной аурой внутри. Закончив, Хань Ли наконец расслабился. Пока он восстанавливал свою магическую силу, он решил посетить несколько культиваторов в стадии формирования ядра, которые жили рядом с ним и с которыми он ранее подружился. Пока Хань Ли жил в мире смертных, в области моря рассеянных звезд произошла серия великих событий, которая вызвала много беспокойства и беспорядков. Самым влиятельным событием среди них было то, что внутри 6 объединенных павильонов и 8 других держав внезапно произошли восстания подчиненных и учеников, в результате чего их лидеры были свергнуты, а власть попала в руки ранее неизвестных людей. Произошло еще одно событие: несколько маленьких сект были уничтожены, а их сокровища были захвачены. За это время область моря рассеянных звезд потеряла значительную часть своей силы, и все стали бдительнее относиться друг к другу.
Самым страшным среди этих событий было то, что в мудрецы звездного неба претерпели отклонение цигуна. Ходили слухи, что теперь они полностью стали калеками. Когда этот слух начал распространяться, поднялась паника. Почти все, кто услышал это, считал, что дворец звездного неба будет проверять эти слухи. Но, к большому удивлению всех и каждого, дворец звездного неба не делал никаких заявлений, не давая подтверждения или отрицания, что вызывало еще большую тревогу по всей области моря рассеянных звезд. В то же время вмешалось несколько амбициозных и скрытых сил. Было создано несколько злых заговоров и гнусных союзов. Однако вскоре после того, как распространились слухи, хаос внезапно исчез бесследно, как будто все пришло в норму. Но более наблюдательные культиваторы понимали, что это было затишье перед бурей. Когда Хань Ли посещал своих соседей, которые также были на стадии формирования ядра, все они с беспокойством говорили об этом. Однако Хань Ли все это не интересовало. Независимо от того, продолжит ли дворец звезд свое господство над областью моря рассеянных звезд или его получит другая сила, к нему это не имело никакого отношения. Он был тем, кто ступил путь одинокого культиватора. Пока он был осторожен и не вмешивался в неприятности, он мог выходить сухим из воды. В ближайших планах Хань Ли была культивация его летающих мечей и создание нескольких сильных формаций, чтобы потом отправиться в море на охоту за свирепыми зверьми. В конце концов, только лекарственные таблетки, созданные с ядром демонического зверя 6-го класса, будут эффективными при культивации культиватора стадии формирования ядра. Таким образом, Хань Ли проводил свои дни, погружаясь в создание магических сокровищ и заклинаний, медитируя ночью, используя свое ядерное пламя, чтобы медленно выровнять 72 облачных бамбуковых меча, хранящихся в его теле. Но вскоре после того, как он начал эту процедуру, его золотые прожорливые жуки наконец вылупились. Хань Ли призвал жуков и радостно сохранил их в нескольких высокоранговых сумках для хранения. Когда жуки признали его как своего хозяина, они повиновались его призыву. В свое свободное время Хань Ли обучил их, чтобы они были полезны при столкновении с врагами. Хань Ли был полностью доволен своей спокойной жизнью и устойчивой культивацией. С тех пор, как он достиг стадии формирования ядра, он начал задумываться над тем, сможет ли он достичь стадии зарождения души, и каких высот сможет достичь уровень его культивации в один прекрасный день. Но однажды, когда Хань Ли закаливал свои летающие мечи, выражение его лица внезапно изменилось, и он медленно вышел из своей резиденции. 40-летний мужчина с аккуратной внешностью и светлой кожей, добрыми глазами и густыми бровями появился за пределами его резиденции. «Извините, что беспокою вас, господин Даос Хань». Когда мужчина средних лет увидел Хань Ли, он почтительно поприветствовал его. «Брат Цзинь, вы нашли время, чтобы посетить мое скромное жилище. Пожалуйста, проходите». Хань Ли почтительно поприветствовал его в ответ и тут же пригласил войти. Это был Цзинь Цин, один из культиваторов в стадии формирования ядра, которые жили поблизости. Он был добрым человеком и дал Хань Ли несколько советов сразу после того, как он вошел в стадию формирования ядра. На данный момент его можно было считать ближайшим другом Хань Ли. Когда Хань Ли последний раз приходил к нему, его не было дома, а потом он узнал, что Цзинь Цин уже несколько лет находился в путешествии. Хань Ли, естественно, был рад его внезапному появлению. Нет необходимости. Я просто хочу сказать несколько вещей, прежде чем я отправлюсь по своим собственным делам. Цзинь Цин покачал головой и слегка улыбнулся. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить, брат Цзинь. Я весь во внимании, сказал Хань Ли. Цзинь Цин слегка улыбнулся и медленно сказал: вскоре после того, как я вернулся, я услышал от своих соседей-культиваторов, что господин Хань провел эти последние несколько лет, тщательно изучая до формирования заклинаний, и добился определенного успеха в этой области. Я искренне поздравляю вас. Как это бывает, я столкнулся со многими трудностями во время моих путешествий из-за ограничительных заклинаний, которые нужно было удалить. Именно поэтому я пришел к вам, чтобы попросить о помощи. Надеюсь, вы не откажетесь. Хань Ли безучастно смотрел на него мгновение, а затем спросил со спокойным выражением на лице: ограничительное заклинание? А вы знаете, какое именно? Пожалуйста, взгляните на это. Цзинь Цин вместо ответа вытащил что-то из своей сумки для хранения и передал это Хань Ли. Хань Ли увидел, что это была белая жемчужина размером с большой палец. Что это? Хань Ли с удивлением посмотрел на Цзинь Цина. Господин Хань поймет, как только добавит туда немного духовной силы. Цзинь Цин усмехнулся. Хань Ли нахмурился и жадно влил в нее свою духовную силу. В следующее мгновение жемчужина засветилась ослепительным белым светом. Если бы смертные увидели этот свет, им бы пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть.
Но для культиватора стадии формирования ядра, такого как Ханьли, это был обычный свет. Осмотрев жемчужину, выражение лица Ханьли слегка изменилось. В этот момент внутри жемчужины что-то появилось. Не дожидаясь каких-либо предупреждений от Цзиньцина, он взял на себя инициативу, чтобы погрузить свое духовное чутье еще глубже. Спустя какое-то время на его лице появилось торжественное выражение. Ханьли убрал свое духовное чутье и сделал глубокий вдох, прежде чем взглянуть на культиватора среднего возраста, и спросил: «Наследие древних культиваторов, я не слишком уверен. Однако, по моему опыту, только древний культиватор мог бы использовать такой архаичный метод для сохранения карты». Цзиньцин оживился, услышав ответ Ханьли. Ханьли кивнул головой. Хранение важной информации в жемчужине и раковинах было обычной практикой древних культиваторов области моря рассеянных звезд. Что касается жемчужины, в ней было что-то похожее на карту. Спустя мгновение Цзиньцин продолжил: есть другая такая же жемчужина. Вместе они образуют полную карту. Я вместе с другим господином Дасом обнаружил их в небольшом магазине. В то время они продавались в ожерелье наряду с другими обычными жемчужинами. Именно тогда мы разделили их между собой, но согласились искать сокровища на карте вместе. Стало быть, вы нашли место, указанное на карте, да? Задумчиво спросил Ханьли, поглаживая его подбородок. Верно. Мы потратили 5 лет на его поиски и недавно нашли. Но, к сожалению, оно заблокировано огромным барьером. Поскольку мы не имеем ни малейшего понимания в создании формаций, нам ничего не оставалось, кроме как уйти восвояси. Однако мы решили, что по возвращении мы поищем специалиста по созданию заклинаний, чтобы помочь преодолеть барьер. Господин Хань, вы прекрасно знаете, что очень мало культиваторов-отшельников культивируют до формирования заклинаний. Таким образом, я пришел к вам бесстыдно просить помощи. Господин Хань, пожалуйста, будьте уверены, если вы нам поможете сломать формацию, мы дадим вам часть сокровищ. Когда Цзиньцин увидел сомнения на лице Ханьли, он тут же поспешил дать объяснение.